Лемурийской расы в этой главе будет изложен отрывок из хроник Акаши, относящийся к очень далекому доисторическому периоду развития человечества. Этот период предшествует тому, который описан выше. Речь идет о третьей коренной расе человечества, которая, согласно теософским книгам, населяла Лемурийский континент. Согласно этим книгам, этот континент располагался к югу от Азии и простирался примерно от Цейлона до Мадагаскара. К нему также относились территории, которые сегодня входят в состав Южной Азии и части Африки. Несмотря на то, что при расшифровке хроник Акаши были предприняты все возможные меры предосторожности, следует подчеркнуть, что эти сведения ни в коем случае не претендуют на статус догмы. Если чтение о событиях, столь отдаленных от современности, уже само по себе является непростой задачей, то перевод увиденного и расшифрованного на современный язык сопряжен с почти непреодолимыми трудностями. Даты будут приведены позже. Они станут более понятными после того, как будет рассмотрен весь лемурийский период, а также период существования нашей пятой коренной расы вплоть до настоящего времени. Изложенные здесь сведения удивительны даже для оккультиста, который читает их впервые, хотя слово «удивительное» не совсем точно отражает суть. Поэтому их следует передавать только после тщательного изучения. Четвертой, атлантической, коренной расе предшествовала так называемая лемурийская. В период ее существования произошли события величайшей важности как для Земли, так и для людей. Однако сначала мы расскажем о том, какой была эта коренная раса после этих событий, и только потом перейдем к самим событиям. В целом у представителей этой расы еще не была развита память. Хотя у мужчин могли возникать представления о вещах и событиях, эти представления не сохранялись в памяти. Следовательно, у них еще не было языка, в полном смысле этого слова. Скорее, они могли издавать естественные звуки, которые выражали их ощущения, удовольствие, радость, боль и так далее, но не обозначали внешние объекты. Но их представления обладали совершенно иной силой, чем представления людей более поздних эпох. Благодаря этой силе они воздействовали на окружающую среду. Другие люди, животные, растения и даже неодушевленные предметы могли ощущать это воздействие и поддаваться влиянию исключительно представлений. Таким образом, лемуриец мог общаться с другими людьми, не нуждаясь в языке. Это общение представляло собой своего рода чтение мыслей. Лемуриец черпал силу своих представлений непосредственно из окружающих его объектов. Она исходила от энергии роста растений, от жизненной силы животных. Таким образом, он понимал растения и животных в их внутреннем устройстве и жизни. Он даже понимал физические и химические силы, действующие в неодушевленных предметах. Когда он что-то строил, ему не нужно было сначала рассчитывать предельную нагрузку на ствол дерева или вес камня. Он мог видеть, какую нагрузку выдержит ствол дерева, и где камень, учитывая его вес, поднимется, а где не поднимется. Таким образом, лемуриец строил без инженерных знаний, полагаясь на свою способность к воображению, которая действовала с уверенностью, близкой к инстинкту. Более того, он в значительной степени владел своим телом. При необходимости он мог усилием воли увеличить силу своей руки. Например, он мог поднимать огромные тяжести одной лишь силой воли. Если атланту помогало управление жизненной силой, то лемурийцу владение волей. Он был, и это выражение не следует понимать превратно, прирожденным магом во всех сферах низшей человеческой деятельности. Целью лемурийцев было развитие воли и воображения. На это было направлено все воспитание детей. Мальчиков закаляли самым суровым образом. Их учили преодолевать опасности, боль, совершать отважные поступки. Тех, кто не мог вынести пыток, кто не мог преодолеть опасности, не считали полезными членами общества. Их оставляли погибать в таких испытаниях.
То, что показывают хроники Акаши об этом воспитании детей, превосходит все, что современный человек может себе представить в самых смелых фантазиях. Выдерживание жара, даже обжигающего пламени, прокалывание тела острыми предметами были вполне обычными процедурами. Воспитание девочек отличалось. Девочек тоже закаляли, но все остальное было направлено на развитие сильного воображения. Например, ее оставляли в бурю, чтобы она спокойно воспринимала ее ужасающую красоту. Она должна была бесстрашно наблюдать за схватками мужчин, испытывая лишь восхищение от силы и мощи, которые видела перед собой. Таким образом, у девочки развивались склонности к мечтательности и фантазированию, которые высоко ценились. Поскольку памяти не существовало, эти склонности не могли перерасти в нечто дурное. Мечты и фантазии существовали ровно до тех пор, пока была соответствующая внешняя причина. Таким образом, у них была реальная основа во внешнем мире. Они не терялись в бездонных глубинах. Это была, так сказать, природная фантазия и мечтательность, заложенные в женской душе. У лемурийцев не было жилищ в нашем понимании, за исключением самых поздних времен. Они жили там, где природа предоставляла им такую возможность. Пещеры, которые они использовали, они лишь немного переделывали и расширяли по мере необходимости. Позже они сами строили такие пещеры и достигли в этом большого мастерства. Однако не стоит думать, что они не возводили более искусных сооружений, но они не служили жилищами. В самые ранние времена у них возникло желание придать творениям природы рукотворную форму. Холмы перестраивались таким образом, чтобы их форма приносила человеку радость и удовольствие. Камни складывались вместе с той же целью или для использования в определенных видах деятельности. Места, где закаляли детей, были окружены подобными стенами. К концу этого периода здания, служившие для развития божественной мудрости и божественного искусства, становились все более величественными и богато украшенными. Эти учреждения во всех отношениях отличались от более поздних храмов, поскольку были одновременно образовательными и научными. Тот, кто признавался достойным, посвящался в науку о вселенских законах и способах управления ими. Если лемуриец был прирожденным магом, то здесь его талант развивался в искусство и интуицию. Допускались только те, кто с помощью всевозможных упражнений научился в максимальной степени преодолевать себя. Для всех остальных происходящее в этих учреждениях было строжайшей тайной. Здесь человек учился познавать силы природы и управлять ими, непосредственно созерцая их. Но это обучение было таким, что силы природы в человеке превращались в силы воли. Таким образом, он сам мог совершать то, что делает природа. То, что позднее человечество совершало с помощью размышлений и расчетов, в те времена носило характер инстинктивной деятельности. Но здесь не следует использовать слово «инстинкт» в том же смысле, в каком мы привыкли применять его по отношению к животному миру, ибо деятельность лемурийского человечества превосходила все, что может произвести животный мир с помощью инстинкта. Она даже намного превосходила то, что человечество впоследствии приобрело в области искусства и наук благодаря памяти, разуму и воображению. Если бы можно было подобрать выражение для обозначения этих институтов, которое облегчило бы их понимание, их можно было бы назвать, цитирую, «колледжами силы воли и ясновидческой силы воображения». Из них выходили люди, которые во всех отношениях становились правителями остальных. Сегодня трудно передать словами истинное представление обо всех этих условиях. Ведь с тех пор все на Земле изменилось. Сама природа и вся человеческая жизнь были другими, поэтому человеческий труд и отношения между людьми сильно отличались от того, что принято сегодня. Воздух был гораздо плотнее, чем даже в более поздние атлантические времена, а вода гораздо жиже. А то, что сегодня образует твердую кору нашей Земли, еще не было таким твердым, как впоследствии. Мир растений и животных развился только до уровня земноводных.
птицы низших млекопитающих, а также до уровня растений, похожих на наши пальмы и подобные им деревья. Однако все формы отличались от тех, что мы видим сегодня. То, что сейчас существует только в небольших формах, тогда достигало гигантских размеров. В те времена наши маленькие папоротники были деревьями и образовывали могучие леса. Современных высших млекопитающих еще не существовало. С другой стороны, большая часть человечества находилась на столь низкой ступени развития, что ее можно было назвать животным миром. Описанное здесь относилось лишь к небольшой части человечества. Остальные жили животной жизнью. По внешнему виду и образу жизни эти люди-животные сильно отличались от представителей той небольшой группы. Они мало чем отличались от низших млекопитающих, в чем-то даже напоминали их по форме. Следует сказать еще несколько слов о значении вышеупомянутых храмовых мест. Там культивировалась не религия, а божественная мудрость и искусство. Человек чувствовал, что то, что ему там давалось, было прямым даром духовных вселенских сил. Получив этот дар, он считал себя служителем этих вселенских сил. Он чувствовал себя очищенным от всего бездуховного. Если говорить о религии на этом этапе развития человечества, то ее можно назвать религией воли. Религиозный настрой и преданность заключались в том, что человек хранил дарованные ему силы как строгую божественную тайну и вел жизнь, освящавшую его силу. Люди, обладавшие такими силами, вызывали у других благоговейный трепет и почтение. И этот трепет и почтение были вызваны не законами или чем-то подобным, а непосредственной силой, которой обладали эти люди. Непосвященные, конечно, находились под магическим влиянием посвященных. Естественно, что последние считали себя святыми, ведь в своих храмах они участвовали в непосредственном созерцании активных сил природы. Они заглядывали в творческую мастерскую природы. Они ощущали связь с существами, которые создают сам мир. Это общение можно назвать союзом с богами. То, что впоследствии стало посвящением, мистерией, возникло из этого изначального способа общения людей с богами. В последующие времена это общение должно было измениться, поскольку человеческое воображение, человеческий дух приняли другие формы. Особое значение имеет то, что произошло в ходе развития лемурийцев, благодаря тому, что женщины жили описанным выше образом. Благодаря этому они развили в себе особые человеческие способности. Их способность к воображению, которая была в союзе с природой, стала основой для более высокого развития жизни идей. Они вбирали в себя силы природы, и те оказывали на их душу последующие воздействия. Так сформировались зачатки памяти. С памятью родилась и способность формировать первые и простейшие моральные понятия. Развитие воли у мужчин поначалу не знало ничего подобного. Мужчина инстинктивно следовал либо побуждениям природы, либо влиянию посвященных. Именно из образа жизни женщин возникли первые представления о добре и зле. Они начали любить то, что произвело особое впечатление на их воображение, и ненавидеть то, что вызывало отвращение. В то время как контроль, осуществляемый мужским началом, был направлен в большей степени на внешнее воздействие сил воли, на управление силами природы. В женском начале развивалось воздействие через душу, через внутренние личностные силы человека. Развитие человечества может быть правильно понято только тем, кто принимает во внимание, что первый прогресс в жизни воображения был достигнут женщинами. Развитие, связанное с жизнью воображения, с формированием памяти, обычаев, которые заложили основу для правовой жизни, для своего рода морали, шло именно с этой стороны. Если мужчина видел силы природы и управлял ими, то женщина стала их первой истолковательницей. Здесь развилась особая, новая форма жизни посредством рефлексии.
Эта форма была гораздо более личностной, чем у мужчин. Нужно представить себе, что эта женская форма была своего рода ясновидением, хотя и отличалась от магии воли мужчин. Душа женщины была восприимчива к другому виду духовных сил. Последние в большей степени воздействовали на чувственную сторону души, а не на духовную, которой был подвержен мужчина. Таким образом, от мужчин исходило более естественное, божественное воздействие, а от женщин более душевное. Развитие, которое пережила женщина в лемурийский период, привело к тому, что с появлением на Земле следующей атлантической коренной расы на нее легла важная роль. Это появление произошло под влиянием высокоразвитых сущностей, которые были знакомы с законами формирования расы и обладали способностями направить существующие силы человеческой природы по такому пути, чтобы могла появиться новая раса. Об этих существах мы подробнее поговорим позже. Пока достаточно сказать, что они обладали сверхчеловеческой мудростью и силой. Они выделили из лемурийского человечества небольшую группу, которая должна была стать предками будущей расы атлантов. Место, где они это сделали, находилось в тропической зоне. Под их руководством члены этой группы научились управлять силами природы. Они были очень сильны и знали, как добывать из земли самые разные сокровища. Они умели возделывать поля и использовать их плоды для пропитания. Благодаря дисциплине, которой они подчинялись, они стали волевыми людьми. Их души и сердце были развиты слабо. С другой стороны, они были развиты у женщин. Память, фантазия и все, что с ними связано, были присущи именно женщинам. Вышеупомянутые лидеры разделили группу на более мелкие. Они поручили женщинам упорядочить и организовать эти группы. Благодаря своей памяти женщины научились использовать опыт и приключения прошлого для будущего. То, что помогло вчера, они применяли сегодня и понимали, что это пригодится и завтра. Таким образом, именно женщины создали институты общественной жизни. Под их влиянием сформировались понятия добра и зла. Благодаря вдумчивому образу жизни они научились понимать природу. Наблюдая за природой, они развили в себе идеи, в соответствии с которыми направляли действия мужчин. Вожди устроили все так, что благодаря женской душе, своенравной натуре и неукротимой силе мужчин облагораживались и утончались. Конечно, все это нужно представлять себе как нечто детское. Слова нашего языка слишком легко вызывают в воображении образы, взятые из современной жизни. Благодаря пробудившейся душевной жизни женщин-вожди развивали душевную жизнь мужчин. Поэтому в описанной нами колонии влияние женщин было очень велико. За советом о том, как толковать знамения природы, нужно было обращаться к ним. Однако в их душевной жизни по-прежнему преобладали скрытые душевные силы человека. Если говорить о том, что эти женщины пребывали в состоянии сомнамбулического созерцания, то это будет не совсем точно, но довольно близко к истине. В некоторых возвышенных сновидениях им открывались тайны природы, и они получали импульсы для своих действий. Все вокруг оживало и представало перед ними. И душевные силы, и видения, они отдавались таинственному переплетению своих душевных сил. Их побуждали к действиям внутренние голоса, или то, что говорили им растения, животные, камни, ветер, облака, шелест деревьев и так далее. Из этого душевного состояния возникло то, что можно назвать человеческой религией. Постепенно люди стали почитать и поклоняться духовному в природе и человеческой жизни. Некоторые женщины пользовались особым уважением, потому что из особых таинственных глубин они могли истолковывать то, что содержал в себе мир. Таким образом, у этих женщин то, что жило внутри них, могло выражаться на своеобразном естественном языке. Вначале язык был чем-то вроде песни.
Энергия мысли преобразовывалась в слышимый звук. Внутренний ритм природы звучал в устах мудрых женщин. Вокруг таких женщин собирались люди, и в их певучих фразах они чувствовали отголоски высших сил. Так зарождалось поклонение людей богам. В тот период о смысле сказанного не могло быть и речи. Воспринимали звук, тон и ритм. Люди ничего не представляли себе при этом, а впитывали в душу силу услышанного. Внутренний ритм природы звучал в устах мудрых женщин. Они вдохновляли мудрых жриц звуками и ритмами, о которых сейчас невозможно говорить подробнее. Таким образом, они могли облагораживать души людей. Можно сказать, что именно так впервые пробудилась истинная жизнь души. В хрониках Акаши можно увидеть прекрасные сцены из этой эпохи. Мы опишем одну из них. Мы в лесу, возле могучего дерева. На востоке только что взошло солнце. Пальмовидное дерево, вокруг которого нет других деревьев, отбрасывает мощные тени. Жрица, обращенная лицом на восток, в экстазе сидит на троне, сделанном из редких природных материалов и растений. Медленно, в ритмичной последовательности, с ее губ слетают странные, постоянно повторяющиеся звуки. Вокруг нее в кругах сидят мужчины и женщины, их лица погружены в грезы, они впитывают внутреннюю жизнь из того, что слышат. Можно увидеть и другие сцены. В похожем месте жрица поет в похожей манере, но в ее голосе есть что-то более могущественное, более сильное. Окружающие ее люди ритмично танцуют. Это был еще один способ, с помощью которого душа проникала в человеческое тело. Таинственные ритмы, которые человек слышал в природе, воспроизводились движениями его конечностей. Таким образом, человек ощущал единство с природой и силами, действующими в ней. Место на Земле, где сформировался этот зародыш будущей человеческой расы, особенно подходило для этой цели. Это было место, где тогда еще беспокойная Земля стала относительно спокойной, ведь Лемурия была беспокойной. В конце концов, Земля в то время еще не обрела свою нынешнюю плотность. Тонкая земная кора повсюду была пронизана вулканическими силами, которые вырывались наружу в виде более или менее крупных потоков. Почти повсюду существовали могучие вулканы, которые непрерывно проявляли разрушительную активность. Люди привыкли во всем считаться с этой огненной стихией. Они также использовали этот огонь в своих трудах и изобретениях. Их занятия часто были такими, что огонь природы служил для них основой. Так же, как сегодня искусственный огонь используется в человеческом труде. Именно благодаря активности этого вулканического огня произошло разрушение Лемурии. В то время, в той части Лемурии, где должна была сформироваться прараса атлантов, был жаркий климат. Вулканическая активность там практически отсутствовала. Человеческая природа могла развиваться здесь более спокойно и размеренно, чем в других регионах Земли. Кочевой образ жизни, характерный для прежних времен, ушел в прошлое, и все больше появлялось постоянных поселений. Нужно представить себе, что в то время человеческое тело было очень податливым и гибким. Оно меняло форму при изменении внутренней жизни. Еще совсем недавно люди сильно различались по внешнему виду. В то время внешнее влияние региона и климата по-прежнему определяло их форму. Только в описанной колонии тела человека все больше становилось отражением его внутренней душевной жизни. Более того, в этой колонии обитала более развитая раса людей с более благородной внешностью. Следует отметить, что своими действиями лидеры колонии действительно впервые создали истинно человеческую форму. Это происходило медленно и постепенно. Сначала развилась сама человеческая жизнь, а затем к ней приспособилось еще мягкое и податливое тело. Закон развития человечества таков, что по мере прогресса человек все меньше влияет на свое физическое тело. На самом деле, физическое тело человека приобрело относительно неизменную форму только с развитием разума и затвердеванием горных пород, минералов и металлов.
связанным с этим развитием. Ведь в лемурийский и даже в атлантический период камни и металлы были намного мягче, чем впоследствии. Этому не противоречит тот факт, что существуют потомки последних лемурийцев и атлантов, которые сегодня имеют такие же устойчивые формы, как и человеческие расы, сформировавшиеся позднее. Эти остатки были вынуждены приспосабливаться к изменившимся условиям окружающей среды на Земле, и поэтому стали более жесткими. Именно в этом причина их упадка. Они не преобразились изнутри. Вместо этого, их менее развитая внутренняя сущность была вынуждена стать жесткой под внешним давлением и таким образом застыла в своем развитии. Эта стагнация на самом деле является регрессом, поскольку внутренняя жизнь тоже деградировала, не имея возможности реализоваться в жесткой внешней телесной структуре. Животный мир был подвержен еще большей изменчивости. Далее мы поговорим о существовании видов животных, обитавших во времена становления человека, об их происхождении, а также о появлении новых видов животных после того, как человек уже существовал. Здесь же мы скажем лишь о том, что существовавшие виды животных постоянно видоизменялись, и появлялись новые виды. Эта трансформация, конечно, происходила постепенно. Причины трансформации отчасти заключались в изменении среды обитания и образа жизни. Животные обладали способностью к чрезвычайно быстрой адаптации к новым условиям. Их пластичный организм сравнительно быстро изменял свои органы, так что через более или менее короткий промежуток времени потомки того или иного вида животных лишь отдаленно напоминали своих предков. В еще большей степени это касалось растений. Наибольшее влияние на трансформацию человека и животных оказывал сам человек. Это происходило как в тех случаях, когда он инстинктивно помещал организмы в такую среду, в которой они приобретали определенные формы, так и в тех, когда он добивался этого с помощью селекции. В то время преобразующее влияние человека на природу было неизмеримо сильнее, чем в наши дни. Особенно это касалось описанной нами колонии. Там вожди направляли эту трансформацию таким образом, что люди этого даже не осознавали. До такой степени, что, покинув колонию, чтобы основать различные расы атлантов, люди могли унести с собой высокоразвитые знания о селекции животных и растений. Труд земледельца в Атлантиде был, по сути, следствием этих знаний. Но здесь снова следует подчеркнуть, что эти знания носили инстинктивный характер. В таком состоянии, по сути, пребывали первые расы атлантов. Преобладание женской души, о котором говорилось выше, было особенно сильным в последний лемурийский период и продолжалось в атлантические времена, когда формировалась четвертая подраса. Но не следует думать, что так было со всем человечеством. Однако это было верно для той части населения Земли, из которой впоследствии вышли по-настоящему развитые расы. Это влияние оказало сильнейшее воздействие на все бессознательное в человеке. На развитие определенных устойчивых жестов, утонченность чувственного восприятия, чувство прекрасного, на значительную часть общей жизни ощущений и чувств, свойственной всем людям. Все это изначально было обусловлено духовным влиянием женщин. Не будет преувеличением, если интерпретировать записи в хрониках Акаши следующим образом. Цитата. «Цивилизованные народы обладают телесной формой и выражением, а также определенными основами физической и душевной жизни, которые были заложены в них женщиной». Конец цитаты.